Все детство мы всем двором гадали, как же, выглядит Нэнси Дрю. Не сериальная, а именно квестовая. И игра зачастую так обидно троллила, не показывая нам ее лица, что оставалось лишь стиснуть зубы и додумывать ее внешность самостоятельно. А вот чисто гипотетически, а если бы все было немного по-другому? Что если бы мы могли видеть Нэнси Дрю со стороны? Как сильно изменилась бы игра, если бы мы видели, как Нэнси кулемит с джетпаком в воздухе, выписывает кульбиты в прыжке и превращается в 2D под давлением стального пресса. Это экспериментальное Нэнси Дрю шоу, в котором мы с вами попробуем посмотреть на вещи под новым углом и закрыть гештальты из детства. Но лишь попробуем, я ничего не обещаю. Надеюсь, будет неплохой альтернативой обзору. Итак, поехали! Дорогой папа, как только я вернулась домой, тут же села писать тебе. Кто бы мог подумать, что каникулы у тетушки Элоизы обернутся очередным расследованием. Знаешь, это было так интересно и увлекательно. Если у тебя будет время и желание узнать, как все прошло, я обязательно тебе расскажу, как все было во всех подробностях при встрече. В общем, слушай. Представляешь, в средней школе, где работает тетушка Элоиза, было совершено убийство. Был убит ученик по имени Джек Роджерс. Все было так хитро исполнено, что криминалисты неделю не могли определить, убийство это или несчастный случай. Но 3 пулевых ранения, ожог от кислоты, синяки от биты и торчащий из черепа топор все-таки доказали наличие здесь преступления. Этим делом занялся также полицейский детектив Бич, работающий под прикрытием. Он попросил и меня притвориться новенькой и расспросить учеников о произошедшем. А ты знаешь, я мастер маскировки. Тут мне нет равных. Тем более, как ты знаешь, во флоридских школах не может учиться более 5 учеников одновременно, а поэтому после смерти Джека меня без проблем взяли на его место. Как только я вошла в школу, я немедленно начала свой ненавязчивый расспрос. «Привет, меня зовут Нэнси Дрю. Я новенькая. На первый взгляд может показаться, что я детектив, но это совсем не так. Я просто очень любознательная. Меня хлебом не корми, только дай что-нибудь то есть узнать. Я очень люблю учиться. И я совсем не детектив. Я новенькая, меня зовут Нэнси Дрю. А тебя как зовут?» Холл Танака. Я Кони. Я Гектор Санчес. Я Дэрил Грей. Вот 4 фигуранта моего дела. Мне показалось логичным, что если жертва школьник, то убийца тоже должен быть школьником. Если эти 4 учились в одной школе, значит убийца один из них. Тем более, что каждый из них так и мечтает о поступлении в престижный вуз. Что-то тут все слишком гладко и правильно. Школьникам доверять нельзя. Особенно, когда один из них убийца. Школьники. Я слишком хорошо это помню. Помню, как меня задирали в классе, когда я была ребенком. Они говорили, что в свои 12 я одеваюсь и выгляжу как бабушка. Что быть сыщиком — это старомодный отстой, и сейчас все зарабатывают перебросом приколов по блютусу. А на моем лице защемило нерв, и поэтому я всегда улыбаюсь как дурочка. Они смеялись, но потом перестали. Перестали, когда моя лупа увеличивала их внутренности, их гнилые мозги и холодные сердца. В общем, я решила, что убийцу надо искать в школе. Гектор Санчес, спортсмен и звезда школы, взял себе прозвище Халк. Но ты можешь называть меня просто Халк. Как? Ахахаха-Халк? Ты точно новенькая. Подожди, или может быть лучше Капитан Синтол? Извини, мне некогда. В другой раз поговорим. О, все понятно. По географии у него, наверное, 2, зато по химии должна быть твердая 5. Холл Танака приехал учиться по обмену из Японии. Думаю, ты и сам догадался, что он лучший ученик школы. Азиаты. Конни Ватсон дежурная по школе. Как меня научил мой опыт сыщика, если вдруг на пути встречается кто-то рыжий из фамилии Ватсон, то дело можно считать раскрытым. Но мне не хотелось заканчивать расследование на 5-й минуте.
Как можно отказать себе в удовольствии узнать про всех все возможные шаловливые подробности? Хотя за редкостную занудность я ей еще припомню. Ой, как припомню. Вход только для учителей. В учительскую вход закрыт. Тебе нельзя туда заходить. Вход... Нэнси, туда нельзя заходить. Да что ж ты, блядь, такое? И последний фигурант дела — Эрл Грей. Или Дэрил, Дэрил... Это не важно. Хоть он и работает в местной кафешке, но это для души. На деле он президент школьного совета и сын известного бизнесмена, между прочим. Я Дэрил Грей. Я Гей. Пока. Чё? Итак, я начала свое расследование. Я максимально туманно и отстраненно начала узнавать о произошедшем, не выходя из образа ученицы. Предположим, ты решил убить Джека. В какой день недели ты бы лучше всего это сделал? Нэнси, я не убийца. Я этого не делал. Если бы ты решил убить Джека, каким инструментом ты бы предпочел это сделать? Я бы никогда не совершил убийство. Признавайся, это ты убила Джека? Ты с ума сошла? Конечно же нет. Я его не убивала. Когда ты убивал Джека, какие эмоции ты испытывал? Отвечай на мои вопросы! Слушай, ты задаешь так много вопросов, что я начинаю задумываться, кто ты на самом деле, Нэнси. Кажется, он догадался. Нэнси, думай, надо срочно что-то придумать. Думай. Да тут на самом деле все просто, понимаешь? Казусная ситуация такая, я просто фанатею от Джеков. Понимаешь, как вижу Джека, так ничего не могу с собой сделать. Чё-то скетч не в ту сторону маленько пошел, да? Надо сменить тему. Хочешь? Помогу тебе найти твои брови. В общем, к сожалению, никто ничего не знает и никто ни в чем не признается. Это дело оказалось труднее, чем я предположила. Правда, знаешь, кто так не считает? Нед. Этот телепат опять как-то догадался до совершенно неочевидной вещи. Ход его мысли остается непостижимым для меня даже спустя много лет тесных отношений. Ну как продвигается твое расследование? Да вот знаешь, застряла. Никак не могу открыть шкафчик этого малолетнего дебила. А ты выясни, как можно записать его имя цифрами. Возможно, ответ в этот момент прямо у тебя перед глазами. Чё? На цифры посмотри на телефоне. Буквы видишь? Сейчас попробуем. 3, 4. Обалдеть! Нед, откуда ты это, черт тебя дери, знаешь? Загуглил. А что? В ходе расследования оказалось, что Джек... Как бы это выразиться? Знаю, пап, ты учил меня так не выражаться, но... Джек оказался каким-то... ебанутым. Он был ответственным за доски с объявлениями, и на каждой из них висит какая-нибудь зашифрованная записка. Да этот парень был двинут на шифрах. Боже мой, да он даже таблицу для проверки зрения заменил шифром. Папа, он был долбанным шизофреником. Неудивительно, что все вокруг относились к нему не очень, считая его мерзким и абьюзивным типом. Джек развлекался в школе шантажом, слежкой, сбором компромата на учеников и созданием шифров. В основном, созданием шифров. Никто Джека не любил, и никто по нему не скучает. Вскоре медэкспертиза доказала, что истинной причиной смерти стал выстрел в голову, а остальные увечья нанесли ученики, когда обнаружили труп. И их можно понять. Школа буквально вздохнула с облегчением, когда этот опарыш откинулся на тот свет. Честно говоря, если бы не грязный компромат на школьников, то я даже бы потеряла мотивацию к расследованию. Вскоре выяснилось, благодаря материалам Джека, что Халк сидит на стероидах. Холл Танака ворует чужие сочинения, а Ватсонушка притворяется мужиком и раскидывает всех на мужских соревнованиях под дзюдо. Это все, конечно, хорошо, но почему-то расследуется что угодно, кроме убийства самого Джека. И туда я уже залезла, и сюда, и в котельную, и в учитель... Они меня нашли! Боже мой, они меня нашли! Нет! Нэнси, туда нельзя заходить. Удача спустя время улыбнулась мне, и кому-то моя активность явно не понравилась. Оказывается, преступник мог быть кем угодно и вне школы. Я так же обескуражена, как и ты, папа. Преступник выдал себя неосторожным телефонным звонком. Лучше перестань совать всюду свой длинный нос, иначе я его укорочу.
делаю, что хочу. И сама тебе укорочу. Понял меня? Лох! Кстати, если ты еще не забыл, в этом деле мне должен был помогать детектив Бич. Я попыталась его привлечь, но на этот звонок он сказал мне не обращать внимания и вообще возвращаться к работе. Знаешь, папа, я опять-таки не люблю резко выражаться, но... Этот полосатый черт оказался на редкость бесполезной ветошью и ничем мне за расследование так и не помог. Представляешь? Слушай, Нэнси, может, это дело тебе не по силам? Я не могу постоянно давать тебе советы. Значит, и код тебе придется узнать самой. Тебе пока не нужно это знать. О, понятно. Кажется, у меня в кармане для вас что-то есть, детектив Бич. Подождите. Вот оно. Fuck you, bitch! А затем я получила записку, в которой меня пригласили на рандеву в котельной. Разумеется, это была ловушка, но что для меня такое привести в строй тепловой котел с раскаленными рычагами? Это для меня семечки, папа. Твоей дочери все по плечу, если это не касается кухни. Надеюсь, что мои дальнейшие дела не будут зависеть от приготовления чая или печенья, например. Боюсь, что такая задача действительно может меня сильно задержать. Но что-то машинное — это запросто. Однако Джек меня все-таки сломал. Я изучила все его пришибленные параноидальные подсказки и шизофренические шифры, перепробовала все коды и пароли на своем пути, пока не наткнулась на финальную загадку — его шкатулку. Боже, только больной насквозь разум мог придумать код, для которого нужно собрать подсказки со всех уголков школы, задействовать периодическую систему Менделеева и эти астрологические символы. Ты бы знал, папа, как я жалею, что мне самой не предоставилась возможность присоединиться к массовому избиению трупа Джека. Пара ядовитых дротиков в его заднице явно не были бы лишними. Ох, надеюсь, он горит в аду! Тут-то и нашлась финальная запись Джека, где этот больной ублюдок мало того, что каким-то образом умудрился заснять, так еще и смонтировал и озвучил целый документальный фильм о том, как вокруг него начали вертеться большие деньги. Дэрил Грей продавал документы с завода военной техники своего отца. Продавал он их Митчу Дилану, посреднику, человеку, который мне угрожал по телефону. Посредник же перепродавал эти данные детективу Бичу? Вот в чем секрет. Тут-то мне и стало ясно, папа, по какой причине это бестолковое животное плющило свое седалище в кафе и ни разу мне не помогло. Скользкая шкура Джек умудрился украсть у Бича еще и его дневник со всей компрометирующей его информацией и спрятал его в библиотеке. Только я решила с этим что-то предпринять, как вдруг... детектив Бич, вы меня напугали. Да я просто решил проверить, как у тебя дела. Мне кажется, ты куда-то спешишь. Ты нашла дневник? Да, я нашла ваш дневник. Мой? То есть дневник Джека. Блять. Нет. Ты сказала ваш дневник. Ты нашла мой дневник. Слушай, почему бы нам не пойти в гостиную и не поболтать о моем дневнике? О, и может отдашь мне свой телефон? Не хочу, чтобы кто-то прервал нашу милую беседу. Значит, детектив Бич и работа под прикрытием были придуманы лишь для того, чтобы я нашла ваш дневник. Это вы убили Джека. Спасибо вам за это большое. Нет, это мой бывший партнер, Митч Дилан. Так вот, кто герой нашего времени. Передайте Митчу Дилану от меня и от всей школы Пассио Дель Мар сердечнейшую благодарность. Закончим эту тактику проволочек, детектив Нэнси. Где мой дневник? Думай, Нэнси, думай. Есть! Он в холле. За гобеленом. Какой код? Надо сказать, папа, что тетушка Элоиза тоже женщина с прибабахом. Меня в этой истории спасло только то, что я знала, что ее дом, подобно минному полю, напичкан разными сюрпризами, взрывоопасными неприятностями и, самое страшное, пятнашками. Я сказала Бичу неправильный код от сейфа, что, очевидно, привело к падению на него огромной звериной клетки. Что за... Нэнси Дрю, выпусти меня отсюда! Так. Ну, что я могу сказать? Полиция с удовольствием выпустит вас и засадит за другую решетку. Только там уже не будет столько кофе. Только банки сгущенки. Очень большие банки сгущенки. Так что прощайте, детектив Бич. Муа!
Вот такое вот получилось дело. Возможно, тебе интересно, чем же все закончилось. Отец простил Дэрила Грея, несмотря на то, что военная тайна страны была продана каким-то прохиндеем-наркоманом. Танака Холл поступил в колледж. Халк слез с синтола и стал спортсменом, а Конни Ватсон я все равно упекла за решетку, потому что все рыжие Ватсоны — это дети сатаны. Напоследок хочется рассказать про интересный эффект. Я решила наградить себя за проделанную работу по-взрослому, а поэтому по всей школе натаскала монет и решила вдоволь побаловать себя газировкой. Но то ли я переборщила, то ли украденная манго Холла Танаки так подействовала, но я начала видеть странные видения. Я видела свое расследование, но оно было нарисованным. Было ощущение, что сейчас 1998, а не 2001 год. У этого расследования был куда более серьезный и интересный сценарий. Было много интересных сцен, нежели у настоящего. Там не было детектива Бича, но зато фигурировали наркотики и внутренние интриги между фигурантами дела. К тому же была закрыта сюжетная ветка между Дэрилом Греем и Конни Ватсон. Здесь они остались вместе. В настоящем расследовании действительно как-то все непонятно, и, как по мне, осталась дыра. Любопытное зрелище. Но это все неправда. Бред какой-то, если честно. Не знаю, зачем я тебе об этом написала. Наверное, просто делюсь эмоциями. В общем, очередная победа Нэнси Дрю над силами преступности и зла. Теперь мне не терпится встретиться с тобой и обо всем рассказать тебе при встрече. Очень люблю тебя и скучаю. Твоя Нэнси. Нэнси! Зачем ты собирала монетки в школе? Я же тебе даю деньги. Ты дочь богатого юриста, а ты собираешь монетки в школе. Зачем ты это делаешь вообще? Ну, понимаешь, Неду нужно... Куда? Какому Неду? Твоему парню, Неду? То есть ты его обеспечиваешь, да? То есть ты отдаешь ему все деньги наши, да? Слушай, я его видел, как он из спа-салона выходил. Ну, понимаешь... Ты что, ему отдала все деньги? Да что ты молчишь? Ты можешь нормально сказать что-нибудь, а? То есть Неду все отдала, да? А что ты? Он присосался к тебе? Может, ты возьмешь нормального? А что скажут мои друзья? Да что ты молчишь-то? Ты можешь что-нибудь сказать внятное? Вот без вот этого можно что-нибудь внятное сказать? Что?